Facing Demons. Надо посмотреть. О, это похоже на Девилование. Так она еще и на русском. Надо бы скачать. Так, где тут ссылочка? О, вот она. Так, а как тут играть? Space. А куда дальше жать? Мод лист. Блин, что-то не допускается. Надо по-другому. А это что? Кнопка Enter for Overworld. Так, это мы знаем. Давайте. Alt. И буква Т. И во. Отлично, пойдет. В смысле ошибка? В смысле? А куда? Так, а если нажать и подождать? Это шо? Это чё, блин, такое? Лино. Она запустилась. Ура! Она запустилась. Вот мы и здесь. С возвращением, партнер. Данное видео создано при поддержке Insult Goat Bro Team и их комьюнити. Друзья, я вас всех вновь приветствую. На связи, как всегда, Альт. Вот и дошли руки до отлично проработанной битвы со старейшей чарой, а именно фан игры под названием Facing Demons. Если кратко, то события происходят во время геноцида, который устроили Шифти, а чара здесь представляет роль Санса, но, как и положено в фан-играх, со своими фишками. Однако особенность не только в самих персонажах, но еще и в самой битве. Вам решать, какой исход приобретет данное сражение. Интересно? Тогда смотрите дальше, если хотите понять все поподробнее. Чтобы игра стала шедевром, ей пришлось пройти 3 пути пересборки. Первый предок Facing Demons стала игра Девилование, которая разделяется на первую версию и финальное обновление. Но я так думал, пока писал сценарий. Оказалось, что есть версии еще старее. Вот она. Это видео вышло 3 года назад, а значит та версия, о которой я говорил ранее, теперь вторая. Разберемся соответственно по порядку. Первая версия, она же представлена у вас на экране. Не особо красивый спрайт чары, но скажу сразу, что этим разрабы хотели сказать, что пол персонажа не определен, по крайней мере по канону Undertale. Видно, что диалоги простые, сама битва сложная. Саундтреком выступает 2 трека. Это Here We Are. Вот мы и здесь, by Alex D, и оригинал Insane, Безумие. Подожди. Ты сейчас кое-что не договорил, а это очень важно, потому что это повлияет не только на репутацию команды, но и на игру в целом. Внимание! Последующая информация не точна и является лишь предположениями автора. Рассмотрим ситуацию подробнее. В 2016 году Кая, известная тогда как Кира или Kids, выложила на свой SoundCloud вторую версию Insane. В его описании была приложена ссылка на Dropbox с FLP файлом Insane. Она решила, что будет неплохо, если кто-нибудь сделает ремикс на ее Мегаловане. Так ссылка продержалась до 2018 года. После этого ссылки в описании трека уже не было. Что же произошло? Давайте рассмотрим еще ближе. 2017 год. Алекс Ди – единственный композитор в Insult Goat Bro Team. Главная проблема – не может писать оригинальные Мегаловании. Из-за чего он решил рискнуть. Попытать удачу. Он сделал ремикс на Insane и отдал его Игнитию как оригинальный продукт. Chara Strikes Back.
Релиз версии 1.0. Игнитио обнаруживает плагиат Алекса и как следствие выгоняет его из команды. В то же время с версии 1.1.6 до версии 1.2 Incension не был использован. И два ремикса Мегаловани, которые используются на второй и третьих фазах. Под третьей фазой здесь имеется в виду But It Refused, однако информацию о них я не смог найти. Вторая версия отличается улучшенным спрайтом Чары и других персонажей. Имеются также и графические улучшения. Начальный трек здесь не изменился, а вот трек Incension был ремикснут и вышел в виде отдельного трека под названием Chara Strikes Back. Чара наносит ответный удар. Диалоги остались такими же простыми. Во второй фазе трек не меняется, а в третьей фазе он просто ускоряется. Теперь затронем финальное обновление Devil Lovani, которое и станет основоположником так называемого ремейка под названием Facing Demons. Спрайты подверглись большему обновлению, а именно улучшена детализация всех персонажей и окружения. Чара теперь больше похожа на девочку, и это заметно невооруженным глазом. Диалоги особо не изменились. Саундтрек подвергся изменениям, а именно теперь вместо Incension играет Аутофобия, и слышите вы ее прямо сейчас. Если мы посмотрим на вторую фазу, то здесь играет уже ускоренная Аутофобия, но это как отдельный трек под названием Даймофобия. Других изменений замечено не было, и это обновление полностью оправдывает свой статус финального. Поскольку все вышесказанные версии несовершенны, то я собрал несколько особенностей, которые присущи всем версиям Devil Lovani. Давайте же начнем по порядку. Первое. Во всех трех версиях во вступлении играет трек Here We Are, а точнее его первая версия. Второе. Три фазы абсолютно одинаковые и никак не менялись за эти три версии. Третье. Все спрайты рисовал Georg Time. Ссылка на его группу будет в описании, как и все остальные ссылки. Если мы и начали обзор, то начнем по порядку. Объясняю, как зайти в этот шедевр. Нажимаем пробел, ждем, потом выбираем язык, и мы в меню. Главное ждать. После нас встречает красивое меню с 4 кнопками. Играть, опции, дополнительно и выйти. Рассмотрим вторую и третью кнопки. В опциях можно поменять язык, а смена языка будет влиять на язык озвучки. А если вам не нужна озвучка, можно отключить ее. Опять же, на ваше усмотрение. Счетчик смертей придумали для тех, кто часто умирает и не хочет знать, с какой попытки он прошел тот или иной момент. Описание всех уровней сложности будет у вас на экране. Для наглядности выбирайте на свой вкус и цвет. Сброс процесса, думаю, всем ясно, за что отвечает. Если попроще, то классический ресет. Во вкладке «Дополнительно» есть разделы уже поинтереснее, а именно музыка и достижения. В музыке можно сменить треки, которые будут играть на всех трех фазах, и перед их применением можно будет прослушать. Подробнее о музыке мы поговорим чуть позже. Во вкладке «Достижения» у вас в самом начале ачивки будут закрыты, но я предоставлю вам скрин из Википедии по этой игре. Таким образом, вы будете знать, что надо для каждой ачивки сделать. Меню мы изучили, теперь перейдем непосредственно к битве. Вот вы и здесь начали ту самую легендарную битву. Но ведь кто-то захочет подготовиться основательно, поэтому поговорим об интерфейсе битвы. Кнопки атака и пощада нас не интересуют, так как они ничем особенным не обладают. Нас интересуют только две кнопки: действие и вещи. Смотрим, что же тут у нас скрывает действие. Еще две кнопки: проверить и молитва. Проверить работает точно так же, как и в Undertale, за исключением фраз метакрита. Нас интересует молитва. С помощью этого действия можно восстановить значительное количество здоровья, работает только на сложностях верующий и деист.
Всего можно воспользоваться молитвой 9 раз. 2 раза по 20 хп, 2 раза по 40 хп, 2 раза по 60 хп, 2 раза по 80 хп и 1 раз по 92 хп. Поэтому лечитесь только в крайних случаях, а лучше начиная с фазы 1,5 и во второй. На второй фазе, после заклинивания бензопилы, появится кнопка «Концентрация», которая потратит ваш ход, но увеличит силу рукопашной атаки, которая тут, к сожалению, бесполезна, ибо урона она, как ни пытайся, не снесет. Все равно бензопила вас спасает в конце. Теперь перейдем к вещам. Давайте я вам расскажу, что они дают за использование. Домашнее лазанье восстанавливает половину очков здоровья, которые мы потеряли за атаку. Кусок снеговика увеличивает сопротивление к ожогу. Для справки, ожог могут вызвать только Тариэль и Асгор. Паучий пончик повышает время неуязвимости после получения урона, а именно во время атаки духов. Черепаший чай увеличивает скорость в 2 раза. Святая вода отнимает 10 хп, но повышает сопротивление к проклятию, которое доступно только с фазы 2. Проклятая вода заменяет собой святую только после большего количества использованных молитв. Восстанавливает 10 хп. Теперь вы вооружены и знаете, что вас ожидает в данной игре и к чему надо быть готовым. Если хотите большего, то добро пожаловать на официальную Википедию по игре, а также вас будет ждать официальный гайдбук по игре. Все ссылки в описании. Переходим к одной из главных составляющих игры. И нет, это не дизайн персонажей, это музыка. Так, слышу хайп. Пока. Ну что могу сказать? Хоть это и не основная тема, это просто ремикс специальный под... Давайте посмотрим по числу. По-любому это 1 апреля. Нет, это 26 января. Но все же. Основная тема это... Вот, Mego Strike Back, Wobbly, Piano Arrangement, то бишь на пиано сыгранный. Но... Вот ссылочка. Но все же сделано, как по мне, ну, так прикольненько. Почему бы и нет? Коротенько, но, знаете, поворот такой событий. Плохой звук колокольчиков, я так скажу. Очень приятный на слух. Что я скажу насчет этой композиции? Эта композиция, ну, неплохая. Да, проще говоря, неплохая, да. Мне просто нечего особо говорить, я же не музыкант. Но мне нравится звук такой, знаете, колокольчиков. Очень приятный, успокаивающий. Так. И автор у нас Maximus Game. Прям качает. Прям эпично, боевая музыка. Вот такая я люблю. А вот что за этот трек я скажу? Вот это просто... Когда я с ним познакомился в первый раз, прослушав, это просто бомба. Действительно, боевая. Энергичная. Четкая просто. Просто четкая композиция. Реально вот. Прям заставляет тебя идти дальше. Вот это прям скорость, я вам скажу, друзья. Действительно качает, вот прям очень серьезно качает. Даже по экрану это видно. Так, что-то новенькое слышится. О, продолжается движ. Однако. Что я скажу насчет этой композиции? Ну, во-первых, это, понятное дело, Incension, ремикснутый Incension с применением, смешан с треком Waters of Nazareth, вроде как он читается там. Ну, я вообще эту композицию знаю по Waters of Megalovania,
Да, но это на основе другого, там автор Justice сделал там трек несколько лет назад. Тут на основе этого сделал вот этот трек. То есть смешали два трека. Ну и ремикснули. Слушайте, получилось очень бодро. Снова слышится хайп. Тут трек уже немного помедленнее, сразу скажу. Ну, вы это, наверное, сами слушаете. О, Вандерлес! Ну, крайняя жестокость. Слушайте, намного медленней, но при этом качество как бы, ну, не очень такое плохое. Да, все те же, скажем так, тоже наличие трека, перемешанного с Incension. Трек, я имею в виду Waters of Megalovania. Ну, по крайней мере, его я слушаю. Я просто то название я так и не выговорил. Который оригинал, который придумал Justice. Ну, слушайте, неплохо. Да, менее флексово. Конечно, как видите, по моим движениям не так уж и прям сильно качает, но зато побольше сил сберегу, как говорится. Ну, что ж, давайте слушайте уже Insanity. Так. Я даже не знаю, что и сказать. Давайте-ка послушаемся. Прям флексово, прям очень хочется прям в пляс спуститься. Еще и арт подобран идеально. Так, слышу... Ну, в принципе, вот эту стандартную мелодию, как у Мегалования остальных. Так, подождите. Да стой ты! Так, ну слушайте, мне понравился Insanity, как оригинальный трек, как оригинальное Мегалование, как говорят в ИГБ. Очень здорово. Видели как, ну, по мне, в принципе, вы можете понять, насколько мне понравилось, и мне понравилось. Блин, буду переслушивать. Еще одна песня, которую я переслушивать буду каждый день. Прикольная предыстория. О. Так. Это ускоренная автофобия. Это ускоренная аутофобия. Но сделано очень грамотно. То есть, кому нужно больше эпичности, выбирайте этот трек. Maximus Games, спасибо ему снова за такой классный трек. Ну, что мне тут сказать? Да, спокойный трек. Это получается ремаснутый Hits Them. Ну, честно, как говорится, на этом треке можно и отдохнуть было. Да. Ну, слушайте, очень нагнетающая музыка. Тут прям, можно сказать, ты в ожидании прям стоишь, ждешь чего-либо. В страхе. Тут прям техники понамешано. Ну, разные такой, по звукам. Действительно такая нагнетающая, страшная атмосферу создает. Эта композиция. Ну, слушайте, тут, конечно, много чего сказать не могу. Я все-таки любитель больше активного, чем пассивного, но действительно очень нагнетающе. Да, хоть это и композиция не была в итоге добавлена, но прям, слушайте, прям мета пугает собой, честно, я сразу говорю. Вот реально. Вот реально, умеют же люди в одиночку делать такие охрененные композиции. Я просто удивляюсь.
Так, это уже Incension. Да, как говорю, ремикснутый Incension. Слушайте, ну... Я хоть и немножечко устал, но... Звучит очень классно. Реально, то есть... Отличнейший трек Incension. То есть, такой же активный, такой же хайповый, скажите, до этого уже было. Но, как бы, ну, слушайте, все равно очень мощно. Как по мне, да, он, конечно, его вы не встретите уже в Facing Demons, но он очень мощный. Он очень мощный. Ну, тут опять же, то есть у нас был Charles Strikes Back, и вот этот трек, ну, получается, это более спокойная, что ли, такая, более такая, да, более, опять же, более спокойная версия, да, я не знаю, про что и сказать. Меньше активности, ну, то есть в плане такого боевого, скажем так, как я называю, боевого такого напряга, такого движения, но все же тут что-то все-таки свое присутствует. Это прекрасная флейта. Ну, что я могу сказать еще этой композиции? Тоже такая спокойная. Мне нравится особенно звук флейты. Ну, если это не флейта, ну, по крайней мере, похоже, то это в любом случае духовой инструмент. Также мне понравился звук пианино. Такой, знаете, пам-пам-пам-пам-пам-пам. Такой прикольный. Мне, честно говоря, зашел. Бедная чарка. В разных версиях по-разному. Точнее, то это финальное обновление, а это уже Facing Demons. Ага. Игра окончена. Так, это я слышу Once a Open Time. Да, я слышу Once a Open Time. Опа, на это Megala Strike Back. О, прям жутковато звучит. Так, ну слушайте, да, тоже такая неэнергичная. Опять же, как говорю, Once Open Time в начале, потом, когда добавился наконец, то бишь At Last, начался, как его, да, Megala Strike Back, то бишь, ну типа, знаете, тут же видите, каким цветом написано, типа, Метатон пришел, ой, Метакрит, извиняюсь, Метакрит, и все, короче, хана тебе. Все, игра окончена. Слушайте, мне вот эта композиция «Спаси своего партнера» мне очень понравилась. Во-первых, тут
скажем так, есть рок. Еще и на гитаре так отыграно прям мощно, плюс еще Metal Crusher имеется. Ну, естественно, ремикснутый. Слушайте, это прям одна из лучших композиций, я вам скажу, тем более она играет на «Потерянном дитя». Это было, ну, после «Потерянного дитя», если по треку. Это прям очень мощная композиция. Прям советую всем послушать. Это чайно не из Мегаловани? О, безумный метакрит. О, это из Death by Glamour. Так, это отголосок Мегаловани был. Слушайте, мне нравится сочетание разных звуков из Мегаловани, получается, Death by Glamour. Да, в конце, да, тут же больше что-то получается, что к середине тут, я бы сказал, бы не особо такой классный звук. Там что-то мелодии пропадают. Мне нравится еще вот эта вот тема с похоже на музыкальную шкатулку, типа тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-тюн. Как будто из музыкальной шкатулки. Очень красиво. It's funny. In a way. Я не перестаю удивляться творчеством Вандерлеса, потому что действительно очень уникальный трек. И, честно говоря, может быть, я ничего-то не знаю, но лично для себя я не заметил, что то что-то прям... ну, за основу понятно, что-то может быть и взято, то есть это Мегалования, потому что чары в StoryShift это и есть Sans. Поэтому, ну, слушайте, трек прям, как по мне, очень уникальный, боевой. Главное, что боевой. Вот именно, вот люблю, когда люди вот в темах битвы с боссом умеют передать боевой какой-то клич своих композиций, потому что есть некоторые, где, не знаю, какой-то оперный хор, и вот этого я не пойму. А вот тут боевой, в меру активный, уникальный. Так что Wonderless снова красавчик, просто снова плюсовый балл, респект, уважуха и все такое прочее. В огни шепот. Андриана Мандифлай. Вот это я люблю гитара. Люблю гитару. I love guitar. Слушайте, во-первых, трек в меру там и где-то ускоряется. То есть хороший боевой трек. Местами спокойно, местами прям бодренько. Очень мощно. Прям Андриана просто молодец. Молодец. Просто браво. Браво. Просто браво Андриане. Ё-моё. Бедный Ази. Проклятый метакрит. Я слышу Хизем, и это ремаснутый Хизем. Понятно, как и в прошлый раз у Алекс Ди. Но этот доработан, можно сказать. Тут более четкий звук, что ли. И громкий. Вроде как, мне кажется. Неплохая композиция, как ремастер Hits Z. То есть, ну, Wonderless доработал, видимо, труды Алекса и, ну, и сделал лучше.
Ну, знаете, как по мне, изменения незначительные, но они есть. Особенно если вы с музыкальным слухом, я не музыкальный слух, сразу говорю, или я, может быть, музыкальным, я не знаю насчет этого себе. Но, думаю, все-таки изменения есть. Это гейм-овер. Тьфу ты, core character. Господи. Ну, звучит прям более так живо и мелодично. Тут уже слышится Metal Crusher. Ну, естественно, так тоже это Wonderless сие чудо сделал. О, это Death by Glamour. Ну, слушайте, как я уже сказал, очень жив. Мне нравится то, что вот улучшено. Если в прошлом был больше страх, то тут он, конечно, тоже есть, но тут он более быстрый и мелодичный, что очень хорошо воспринимается на слух. Очень приятно. Прям Wonderless прям сделал тему, которую просто лучше свои же труды. Вот это прям похвально. Люблю, когда люди умеют так делать. Так, какой-то знакомый сонг из Undertale. Не могу вспомнить какой. Что-то вроде из концовки пацифиста, вроде так. Печальный конец. Драматический. Драматрагический. Насчет этой композиции. Ну, получается, опять же, Wonderless просто лучше то, что он сделал. Он просто, ну, понимаете, классно, когда, можно сказать, это ремастер. Да, это как ремастер. То есть человек сам на себя сделал ремастер. Ну, в принципе, хорошая практика. Действительно уважаю такой, да. Тоже заметно, что больше мелодичности, он подлиннее трек. Ну, в целом приятный на слух. О, улучшенный Save Your Partner. Upgrade Save Your Partner. Хайп. Опять же, тут нечего особенного сказать, но он просто сделал ее мелодичнее, он убрал вот этот вот такой родск, такой прям такой вот слышу, поэтому, но она стала длиннее, то бишь тут, скажем так, своеобразное вступление есть плавное, и он даже, можно сказать, тут можно сказать, чуть-чуть улучшил звук, потому что от Outdated там отличий в плане общего звучания немного. Ну, скажу сразу, опять же, респект. Не могу не похвалить, потому что мне и та нравится. Зависит от ситуации, когда хочешь прям агрессивного рока или чуть поспокойней, но с сохранением примерно такого же рока. Так, это Here We Are, вторая версия в исполнении Wonderless. Не, слушайте, эта версия звучит намного прям круче, я бы сказал. Да, она так есть. Сейчас, подождите. Ну, эта версия звучит намного круче, чем первая. Типа она такая, знаете, такой особую атмосферу, я бы сказал. О! Внимание, Ascension оригинал by Kira.
Кае. Короче, Wonderless его переделал, конкретно переделал. Все права защищены и... Короче, Wonderless просто его переделал, вот и все. Ремикснул и переделал, да. Скажу, Wonderless, опять же, то есть, чтобы, сами понимаете, у них там конфликт был из-за Алекса Ди. Он, ну, получается, Wonderless прямо его конкретно переделал. Естественно, не сказали, что его оригинал сделала Кира или Кае, ну, это юник. То есть он конкретно переделал, судя из описания, поэтому вопросов больше никаких. Все. Молодец, молодец. Энити. Слушайте, неплохо, бодренько. Только где остальные версии? Вторая, третья, четвертая. А кто его знает? Прям он переработал конкретно Insanity, то есть пятая версия. Конечно, я не знаю, где остальные версии, но он прям конкретно переработал, что от первой версии почти не узнать. Прям достойно похвалы, достойно. Прям восхищаюсь, видите, один человек это делает. Я поэтому стал слушать инди-композиторов, ну даже музыкантов, потому что мне эти популярные, ну, нафиг они мне сдались. Мне инди, вон, одиночки и то делают лучше, чем, вот, опять же, это мое мнение, как некоторые попса. Bloodshed. Третья версия, которую тоже не узнать. Отличнейший трек. Прям действительно, прям он сильно очень отличается от прошлых версий Bloodshed. Вы это сами можете заметить. Прям, блин, просто amazing, просто amazing трек, amazing трек. Книта здесь. Релиз версия 25 декабря. Ну что-то провалилось. Под футаж второй бонусный трек. Annihilation. Я не знаю, что сказать, насколько я знаю, этот трек не был применен в финальной версии игры. Или я ошибаюсь? Да, подвижный. В общем, что я скажу просто? Подвижный, хайповый, там, по-моему, отголоски слышатся. Да, что Инсейншена. Ну и, честно, ну и больше все. То есть, в принципе, для прослушивания неплохо. Очень неплохо. На самом деле, мне больше просто уже нечего говорить, я думаю, без слов, но отмечу то, что мелодичность, вот это вот, я не знаю, как это называется, но вот это очень прикольно сделано, как уникальный трек, да, это полностью уникальный трек, прям Valor Genesect, прям молодец, он прям разнообразил, можно даже сказать, Wonderless только работы сделал, и он пришел на помощь. Блин, молодец. Вот реально. Классный человек. Вот, конечно, есть автобуп, но он же для Friday Night Funkin', так что, к сожалению, он не каноничен. Итак, поскольку мне хочется поблагодарить Insult God Bro Team за то, что они сделали Facing Demons, и у них там еще несколько проектов, в том числе Undertale Ignited, который будет переосмыслением всех идей Undertale, не будет сюжетных дыр, ляпов и т.д. и т.п. Поэтому я думаю, что надо бы поддержать
Игнитио с его команду. Давайте 50 рублей в месяц. Ну, давайте мы 50 рублей закинем. Благо, эта сумма у меня пока что есть. Ну что ж, мы закинули. Мы оформили платную подписку. Готово. Мы поддержали. В общем, Игнитио, ты заслужил. И, в принципе, как и вся команда. Вы все заслужили. Моя фантазия проявилась, так и намонтировал. Типа, чтобы это Блин, выглядело Ну, нормально. ники реально, они божественные. Потерянный монтаж за every night. Это Олег зашел, и он Олег мне вообще поменял. красава. Не, Олег он молодец. Смотрите, что есть за идея? Короче, вместо рассказать о подпечат, рассказать об Олеге. Давай. Кто такой в Олег? одном? Можно фотографиев его накидать. Типа, Олег это древнее божество, понимаете? Как С интересно. величайшим умом. Вот ему говорят переименовать чела в рай. Он такой, окей. Переименовывает в рай и добавляет он. Он в скобочках он попросил. Рай он. Район. Потерянный район. Рай. Это же гораздо лучше. Ну и типа, и еще его общение с помощью ников, отдельный вид искусства. Он хаос навел. До сих пор помню, как он первый раз хаос навел. Это незабываемо было. Но мы тогда миссию просрали. Он говорил, блядь, вы просрали все. Вы должны были Олега заставить Да-да-да, работать, а не набухаться в дрова. Да, то есть, Наконец, когда... Понимаю. Короче, когда Флам был исковиком Олега, наша задача была заставить Олега кодить. Это сделали. Так вот он передумал. Не, слушайте, Олег я могу и побольше описать, типа. Нам на 2 минуты всего лишь надо. Чтобы час был. Всего лишь. Зачем Короче, 2 Скажи, минуты по крайней бонуса? мере, об Олеге то, что, во-первых, он создал Орден Потерянных для начала, да? Во-вторых, он Олег. Мы ордер потеряшек. Это что сейчас было такое? Он лучше вас всех сказал, запомните это. Красава. Тун-тун-ту-ту-ту-ту-тун-тун. Так, ножик медленный. Проблема в том, что ты сразу 40 хп. Прей. Да пох. Да ядерная дрянь. Пошла в пень. Вот мы и здесь. Да, вот мы и здесь. Но это атака легкая, поэтому думаю, на ней можно будет полечиться. Видите, даже ноу-хит получается. Ляп, что так мало? Стойте, а у нас айтем работает? Хрень. А она что, по 10 хп лечит? Блин. Хитрёная кочерышка. Короче, тут драться надо. Блин, не люблю эту атаку, честно вам скажу. Я ее так и не понял, как пройти ноу-хит там. А, нет, я не хочу ее опять. Все. Мне наплевать. Пам-пара-харам. Рам-пам-пим-пам-пам-пим-пам-пам-пам-пам. Что-то 12 хп, что ли, я посчитал? Дрянь. Это все фигня. Потому что это все дрянь, фигня, и все это фигня. Почему же, что тут происходит сейчас? Я не знаю, что и сказать. Кости сломав. Короче, версия 0.7 не запустилась, там какая-то ошибка произошла в скрипте. Я не знаю, что с этим делать. Поэтому давайте. О, уже похоже на... В смысле? То бишь... Ну ладно. Тарам. Вот это мой любимый Инсеншн. Я не знаю, что он тут базарит, мне похрен. Давай.
Пяу-пяу-пяу-пяу-пяу-пяу-пяу. Я долбанутый. Почему меня на акт переключила? Это должна быть атака. Пипец. А, или это я, наверное. А, итемы не работают. Ну, звездец, чё. Пурам-парам, пурам-парам, пурам-пам-пам, пурам-пам-пам, пурам-парам, пурам-парам-пам-пам. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, та-та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-та, ра-та-та-ра-та-ра-т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 а, та-та-ра-ра-та-та-та, так, окей. Атака костями. Я на ней в прошлый раз сдох. Ладно, может сейчас не сдохну. Тихо. Ой, не сдох. Значит, будет подольше. Ненавижу. Именно здесь-то так как-то плохо мной читается, как в Facing Demons. Молись. Хорошо, молюсь. Хотя и зря. Я же потеряю только больше хп на этой атаке. Да иди в пень, короче. Ой-ой-ой-ой. Тихо, тихо. Альфис. Все. Спасибо. Надо помолиться. Че так мало? А, да и надо чихать. Да все, короче. Бан. Нет? Ну ладно, как хочешь. О, нет, тихо. Тут надо стоять, двигаться. Стоять. Двигаться. Стоять. Отлично. Твою. Тихо. А, все, помню. А, не аж повторяться будет, тогда похрен. Абсолютно. Цит, зараза, не успел. Ну и ладно. А, все, я помню эту атаку. Тихо. Я дебил. Все, молимся. Я не знаю, сколько у нас молит, но у нас их по-любому немного. Сколько там? Раньше было 6 молитв, сейчас не знаю. А, повторяется? А какой смысл был? Ну ладно. Да ты серьезно, я же всегда успел в тайме. Ой-ой, я помню эту атаку конченую. Да, ядерный батон. Не, надо идти, иначе я сдохну. Хотя, мне кажется, я и уже сдохну. Посмотрим. Нет, только не эта атака, пожалуйста. Да, звездец. О, кстати, он с душ... А, тьфу ты, это в душа не метатон. Мегалование 0.1.02. О, это чуть-чуть лучше. Мне, кстати, никто не говорил. Спасибо тому, кто это предоставил. Доступ к старым версиям. Блин, урон все-таки получил. Да, то есть не та версия, которая показывала, это просто скорее улучшенная. Кстати, она еще на русском. Айтемы. Да блин. В смысле? Работает, нифига. Да, чуть-чуть улучшены спрайт-чары. Так что, позволь сказать пару вещей перед тем, как короче нас чихать. Мы все знаем сюжет Facing Demons. Нет, я не говорю о нем, поэтому сами узнаете. Я таки знаю, что он там базарит. Ну, там-то она базарит поумнее вещи. Что ты думаешь обо всем этом? Я не знаю. Наверное, то, что я хочу выжить. Тарам пурам парам пурам парам пурам парам турам тем тем турам ту. Я уже читаю твои атаки. Почти читаю полностью. Парапум пам пам пурам парам пурам пам. Эй, папс. Да вы задолбали. О, я нормально так. Чего нахрен? Это шутка сейчас была от разработчиков или чара как Last Brief Sans, no эффект. Хотя там Гастер, по-моему, спас, так что да. Да, Гастер no эффект наложил. Начихать. Абсолютно пофигу. Ля, я походу более скилловым стал, что ли? Реально. Хотя ладно, это легкие атаки. Ну, это тоже легкая. Тихо. Короче, я дебил. Все спокойно, блин.
Фух, все отлично. Красава. Ладно. Все, сюда. О, надо заранее просто. Но атаки не изменились. Офигеть, а вот такую версию знаю только сейчас. Ну, видите, это же мелкая версия, не такая крупная, как те, поэтому крупных версий 3. Да ты сразу гребаная. Давай. Ладно. Я живучий, скотина. О, нет, не нажимать. Мне похрен. Видите, надо вот так совать. Мне похрен, что мета говорит, мне абсолютно все равно. Это дрянь. Дрянь из дряней. Если кто привет ноухит, это я похлопаю тому. Асгор был замкнутым, Асгор был ученым. А это же рофл, да? Ладно, это не рофл. Окей, как хочешь, мне начихать. Это что за... Это что за дрянь? Андайн, робот Андайн. Бысь. Так, ладно, я тут был реально не готов. А, нет, меня разнесет, если я воспользуюсь площадкой. Ядерный батон, я вообще про это забыл. Это что за дрянь? Хорошо, похрен. Раз, два, три. Все, иди в пень. Звездец. Что за... Это ты сейчас так делаешь? Я реально не догоняю. Иди в пень. Да, походу разрабы рофлят. Рофлят. Причем конкретно... Да иди в пень. Санс еще пришел. Ну, Санс, понятно, делает смерть. Я больше не вижу смысла в том, чтобы тебя развлекать. Я не Блять! Друзья, пожалуйста, хочу, чтобы вы уделили мне немного внимания. В общем, хочу сказать, что я тоже занимаюсь своего рода деятельностью творческой. Но я пишу истории. Свой оригинал, альтернативные истории, то бишь, как альтернативные вселенные там в Undertale и в Helltaker. Да, вижу, что Инсульт God Team, они прям красавчики. Но почему бы о себе не рассказать? У меня есть группа отдельная, у меня еще создается еще одна история, потом дополним основной сюжет, потому что там только пролог. Поэтому, друзья, если не пожалеете, то, пожалуйста, подпишитесь тоже на меня и поддержите меня, пожалуйста, если у вас есть возможность. Но не забудьте, что также поддержите и Insult God Team. Мы все-таки с ними хорошие друзья. Поэтому почему бы и нет.